Бразильская малышка по имени Изабелла Перейра, Де Хесус, стала сенсацией в социальных сетях, даже не прилагая к этому особых усилий. Она буквально взорвала интернет, когда ее застукали за невероятным поступком со своим врачом всего через несколько секунд после рождения. В стерильной больничной палате Диана вцепилась в края больничной койки. Ее лицо исказилось от боли. На лбу у нее блестел пот, а часы на стене, казалось, тикали медленнее с каждой секундой. Ее муж Логан нервно улыбнулся, держа ее за руку и шепча слова ободрения. Диана долго готовилась к этому моменту, но теперь, когда он настал, казалось, что все пойдет не так, как ожидалось. Роды протекали не так, как ожидалось. Палата гудела от нетерпения, пока врачи поспешно устанавливали капельницу, чтобы вызвать роды. Они были напряжены, когда следили за сердцебиением ребенка. Через несколько минут началась паника, когда монитор показал, что сердцебиение падает. Движущийся. В палате воцарился контролируемый хаос. Понимая, что время на исходе, врачи решили немедленно принять роды с помощью экстренного кесарево сечения. Через несколько мгновений Диану увезли на каталке. В операционной бригада медиков быстро готовила Диану к экстренному кесареву сечению. Логан, одетый в хирургическую форму, с тревогой стоял рядом с ней, в его глазах отражались страх и надежда. Когда был сделан разрез, в комнате воцарилась зловещая тишина. Казалось, время остановилось, когда ребенка осторожно подняли на руки. Но что-то было не так. Не было слышно ни торжествующего крика, ни успокаивающего звука, которым новорожденный делает свой первый вдох. Ребенок лежал обмякший, словно безжизненный. Сердце Логана упало, когда он увидел, как бригада медиков начала действовать. В отчаянии врачи начали принимать меры по спасению жизни. Глаза Логана наполнились слезами, когда он уговаривал свою молчаливую дочь заплакать. «Путь. Сделай что-нибудь. Пожалуйста. Заставьте ее плакать». Логан умолял врачей. В его голосе звучали боль и решимость. Столкнувшись с самыми критическими моментами, персонал отказался поддаваться отчаянию. Доктор Майкл взял инициативу в свои руки и продолжил борьбу со временем. Собрав все свои силы, он размеренно похлопывал малышку по спине, отчаянно пытаясь заставить маленькую Изабеллу заплакать. Однако в комнате стояла гнетущая тишина, нарушаемая лишь ритмичными ударами сердца, производимыми доктором. Шли минуты, и некоторые врачи начали сдаваться. Но доктор Майкл, ничуть не испугавшись, продолжал постукивать по ребенку. Хотя никто из них не признался в этом, они боялись, что потеряют ребенка. Казалось, у нее не было ни единого шанса. Все были на грани отчаяния, но, наконец, тихий всхлип разорвал тишину. Это был слабый вскрик, похожий на первые ноты симфонии. Преисполнившись надежды, доктор Майкл продолжил массировать спинку малышки. На этот раз он делал это усерднее. Его усилия окупились через несколько минут, когда Изабелла начала громко плакать. В комнате воцарилось облегчение, когда плач ребенка стал громче, наполнив ее сладким звуком жизни. Диана, все еще лежавшая на операционном столе, мельком увидела свою новорожденную дочь, и слезы радости потекли по ее лицу. Логана тоже переполняли эмоции, когда он держал их чудо на руках. Все, кто был в операционной, вздохнули с облегчением. Крик означал, что легкие ребенка теперь в идеальном рабочем состоянии. Но когда медики подумали, что гроза миновала, они внезапно заметили изменения в состоянии Дианы. У нее внезапно началась одышка. Быстрое обследование, проведенное врачами, показало, что тромб попал в ее легкие, что привело к тромбоэмболии легочной артерии. Ей быстро ввели препараты, разжижающие кровь, в основном гепарин и варфарин, но ее состояние не улучшилось, поэтому опытные врачи немедленно решили назначить ей тромболитическую терапию. Тем временем другие врачи работали над измученной матерью и наложили ей швы. Довольно скоро состояние Дианы стабилизировалось,
к большому облегчению Логана. С тех пор он расхаживал взад и вперед по палате, горячо молясь о выздоровлении своей жены. Рядом с ним фотограф, которого пара пригласила в палату, чтобы запечатлеть роды, проверял свои снимки. Родриго Кунстман был экспертом по фотосессиям младенцев, и его наняли, чтобы убедиться в этом. Рождение Изабеллы навсегда останется в памяти. Изабелла была первым ребенком Дианы, де Хесус Барбоза и ее мужа. Пара была бездетной в течение нескольких лет. Они испробовали все возможные способы, которые были в их силах, чтобы зачать ребенка, но все безрезультатно. Прошло 4 года, но ситуация по-прежнему оставалась прежней, и пара начала набирать лишний вес. Пара. Они начали ссориться по малейшему поводу. Ситуация достигла пика, когда они сильно поссорились из-за того, какое лечение от бесплодия лучше всего использовать. Поэтому они решили провести некоторое время вдали друг от друга. За это время они проанализировали свои поступки, достигли личных целей и научились ценить друг друга по-новому. Пара прожила в разлуке год. Когда они, наконец, снова собрались вместе, они отправились в путешествие на Мальдивы. И через месяц после того, как они вернулись из поездки, их мечта, наконец, осуществилась. Диана заметила, что у нее не было месячных, однако не хотела обнадеживать себя. В прошлом у нее несколько раз не было месячных, но это было вызвано стрессом, а не беременностью. Диана прождала 2 месяца, прежде чем пройти домашний тест на беременность, и даже когда тест показал положительный результат, она не поверила в это. На следующий день она отправилась в больницу на обследование, и результат оказался положительным. Она действительно была беременна. Когда она в конце концов сообщила эту новость своему мужу, он был вне себя от радости. Пара начала ходить на дородовые обследования. Из-за небольшого роста Дианы, 4 фута 9 дюймов, медицинские работники были немного обеспокоены тем, что беременность может быть сложной для нее. Врач посоветовал ей упражнения для подготовки организма и порекомендовал полезные книги. Когда ее муж узнал о проблемах, он решил позаботиться о том, чтобы Диана и ребенок оставались здоровыми. Проявив инициативу, как будущий отец, он читал вместе с ней книги, поддерживал ее в выполнении упражнений и даже иногда присоединялся к процессу, привнося в него смех. На 6-м месяце беременности бразильский фотограф Родриго Кунстман, известный своими фотографиями родов, обратился к Диане за разрешением запечатлеть момент родов. Будущая мама нисколько не сомневалась в предложении Родриго и была действительно счастлива, что этот особенный момент навсегда запечатлен на пленке. Как только Изабелла выйдет из материнской утробы, Родриго будет рядом, чтобы запечатлеть первые секунды появления девочки на свет. В тот момент она и не подозревала, что согласие на предложение Родриго превратит ее новорожденного в интернет-сенсацию всего через несколько секунд после рождения. Решение об имени Изабелла было принято вскоре после определения пола. Диана решила отправить информацию своей сестре, чтобы та смогла спланировать вечеринку для них, и когда семья узнала, что они ждут девочку, они все начали скупать тонны розовых аксессуаров. Все с нетерпением ждали встречи с маленькой Изабеллой, и, к счастью, беременность протекала настолько гладко, насколько это было возможно. То есть до дня родов, когда ситуация почти вышла из-под контроля. К счастью, врачи смогли справиться с ситуацией. Маленькую Изабеллу пришлось держать под пристальным наблюдением в течение недели, прежде чем она была признана вне опасности. Благодаря лекарствам тромб рассосался, и кровообращение у нее восстановилось. Диана и ребенок пробыли в больнице еще несколько дней, прежде чем их, наконец, выписали. Неделю спустя фотограф переслал супругам все сделанные им снимки. Их было так много, и Диана с Логаном хотели просмотреть каждую из них. Поэтому они решили просмотреть их в выходные, когда у них обоих будет свободное время. Пара сидела за обеденным столом, рассматривая каждую фотографию и смеясь над странными гримасами, которые они оба состроили.
Диана была немного смущена при виде своих растрепанных волос, вспотевшего лба и выпученных глаз. Но она не могла не гордиться своим телом, которое позволило ей произвести на свет ее драгоценную дочь. И кроме того, ее муж не был образцом красоты и стойкости. Мужчина, казалось, был готов упасть в обморок на протяжении всего испытания, и на фотографиях это было видно. Фотограф был достаточно тактичен, чтобы не снимать, пока врачи работали с ребенком сразу после рождения. В тишине щелчок его фотоаппарата стал бы ужасным саундтреком к самому страшному моменту в их жизни. Затем Изабелла заплакала, и Родриго запечатлел неподдельную радость и облегчение на лицах ее родителей. Диана и ее муж просмотрели их со слезами на глазах, прежде чем перейти к фотографиям их драгоценной маленькой девочки. Изабелла была бледной и морщинистой при рождении, и поскольку она появилась на свет с помощью экстренного кесарево сечения после нескольких часов схваток, ее крошечное тельце было не слишком фотогеничным, когда она впервые появилась на свет. Но для своих родителей она по-прежнему оставалась самым красивым созданием, которое когда-либо ходило по земле. У них оставалось еще несколько снимков, но один из них привлек их внимание. Это был культовый снимок, на котором их маленькая принцесса хмуро смотрела на врачей. Родриго сделал этот снимок всего через несколько секунд после того, как доктор Майкл заставил малышку Изабеллу заплакать. Она как будто говорила врачам: «Вам не следовало заставлять меня плакать. Я буду плакать только тогда, когда я хочу». Диана и Логан знали, что должны немедленно поделиться этой фотографией со всем миром. Фотография сразу же стала вирусной в интернете, распространяя радость и смех по всему миру. Пользователи социальных сетей, как и ожидалось, пришли в восторг от фотографий, и реакция и комментарии последовали незамедлительно. Многие шутили, что малышка была еще не совсем готова к появлению на свет, или что она все еще наслаждалась теплом маминого живота, но ее вытащили оттуда против ее воли. Один из комментаторов написал: «Бедная Манчкин. Она пробыла на планете всего несколько минут, а с нее уже достаточно. Не только хмурый взгляд, посмотрите на эти глаза. Если бы взгляды могли убивать, они были бы как кинжалы», прокомментировал другой. Четвертый отметил: «Похоже на перевоплощение. О нет, только не это место». Реакция в социальных сетях на веселое выражение лица Изабеллы при рождении была настолько бурной, что Родриго был доволен собой за хорошо проделанную работу. По его словам, этот момент длился всего пару секунд, и ему пришлось быть очень внимательным, чтобы запечатлеть такой знаковый снимок. Он известен тем, что снимает на камеру забавные моменты рождения. Но, по признанию Родриго, только рождение Изабеллы стало вирусным. Когда его однажды спросили о его навязчивой идее запечатлеть роды на камеру в одном из интервью, Родриго просто сказал Daily Mail: «Роды – это уникальный момент, который заслуживает того, чтобы его запечатлели». Рассказывая о том, как фотография, ставшая вирусной, изменила его жизнь, он сказал в интервью Evening Standard: «Я чувствую себя счастливым человеком. Я никогда не думал, что одна фотография может изменить мою жизнь и карьеру. Я работаю фотографом уже 11 лет. Я надеюсь, что смогу вдохновить других никогда не отказываться от своих мечтаний. Божьи планы всегда будут исполняться». Что касается мамы Изабеллы, то она гордилась тем, что при рождении у ее ребенка было характерное и веселое выражение лица. Диана сказала, что снимки показывают, какой смелой уже стала ее малышка. «Моя малышка родилась смелой», рассказала она популярному бразильскому новостному изданию G1. Ее фотография уже стала мемом. Она всегда морщит лоб, когда меняет подгузники, и кормит грудью. Изабелла должна была родиться 20 числа, но она выбрала свой день, уже проявив свою индивидуальность, добавила явно гордая мама. Так почему же малышка Изабелла нахмурилась вскоре после рождения? По мнению медицинских экспертов,
младенцы могут хмуриться или демонстрировать мимику вскоре после рождения из-за различных факторов, таких как привыкание к новой обстановке, воздействие света или ощущение от того, что с ними обращаются. В случае с Изабеллой ее хмурое выражение лица, безусловно, является реакцией на то, как врачи обращались с ней, чтобы довести до слез. Как забавно! Сегодня Изабелле 4 года, и с медицинской точки зрения она здорова, как физически, так и психически. Тысячи поклонников в социальных сетях превратили ее веселое выражение лица в мемы. Также сообщается, что она любит танцевать, играть на сцене и демонстрировать разные позы на своих различных платформах в социальных сетях, которыми занимается ее мама. Излишне говорить, что девушка, которая так странно смотрит на медиков, становится настоящей звездой. Так что не удивляйтесь, если в скором времени она станет известной актрисой, певицей, моделью или влиятельной фигурой в социальных сетях. Какой забавный анекдот. Что вы думаете о том, как нахмурилась Изабелла? Хотели бы вы, чтобы в вашей родильной комнате был фотограф? Не стесняйтесь делиться своими мыслями в комментариях. Спасибо за просмотр. До встречи в следующем видео.